Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Яна, и я очень рада снова приветствовать своих прекрасных подписчиков и гостей канала. Подписывайтесь, те, кто не подписан, ведь здесь вы найдете для себя не только красивые и легкие, но и практичные узоры для ваших будущих изделий. Сегодня хочу предложить вашему вниманию очень красивый узор. Этот узор смотрится со всех сторон великолепно, украсит собой любое женское изделие и придаст невероятную притягательность. Сегодня этот узор я провяжу с вами поворотными рядами, а также расскажу, как он вяжется по кругу. Почему расскажу? Потому что по кругу он вяжется предельно просто. Ну а для того, чтобы провязать этот узор поворотными рядами, наберите на спицы количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные. В высоту этот узор состоит из 4 базовых рядов. Мы его провяжем в шахматном порядке, поэтому получится 8. Для данного образца я набрала 3 раппорта и 2 кромочные петли. И перед тем, как мы приступим к узору, мы провяжем один установочный ряд. Кромочную, как обычно, мы переснимаем, не провязывая, и провязываем установочный ряд изнаночными петлями. Ну а теперь приступаем к узору. Первый ряд. Кромочную переснимаем. И первые 2 петли нам необходимо провязать вместе лицевой за передние стенки. Так как я вяжу бабушкиным способом, мне эти 2 петли придется развернуть вот таким вот образом. Провязываем после этого их вместе лицевой за переднюю стенку. Делаем 2 обычных накида. И следующие 2 петли мы провязываем тоже вместе, но уже за задние стеночки. Вот таким образом. Это является раппортом первого ряда. Повторяем. Разворачиваем первые 2 петли для того, чтобы провязать их за переднюю стеночку лицевой. Далее 2 накида. И следующие 2 петли мы провязываем тоже вместе одной лицевой, но за задние стеночки. И последний раппорт. Разворачиваем первые 2 петли, провязываем 2 вместе одной лицевой за передние стенки, делаем 2 накида и следующие 2 петли мы провязываем вместе лицевой за задние стеночки. В конце кромочная. Итак, второй изнаночный ряд. Кромочную переснимаем и провязываем весь ряд изнаночными петлями с маленьким нюансом. Смотрите, изнаночная, и далее у нас идут 2 накида. Первый мы провязываем изнаночной, второй мы также провязываем изнаночной, но только вот второй накид мы вот так вот разворачиваем. И после этого мы провязываем его также изнаночной. То есть оба накида мы провязываем изнаночной, но второй накид мы разворачиваем. Давайте еще раз. 2 изнаночные и 2 накида. Первый обычный изнаночный провязываем, а второй мы спускаем и перехватываем вот таким образом. И провязываем за переднюю стеночку. Еще раз. Изнаночная, изнаночная. Первый накид изнаночный, второй мы отпускаем и вот так вот перехватываем этот накид. И провязываем изнаночной за переднюю стеночку. В конце еще одна изнаночная и кромочная. Третий лицевой ряд, кромочная. Все петли провязываем до конца ряда лицевыми. Четвертый изнаночный ряд, все петли изнаночные. Мы провязали с вами основных 4 ряда в высоту. Теперь мы будем провязывать все то же самое, но со смещением узора. Пятый ряд, смещаем узор. Кромочная. Вначале мы делаем 1 накид и провязываем 2 петли вместе одной лицевой за заднюю стеночку. Эти петли у нас вне раппорта. Далее мы приступаем к раппорту. 2 петли разворачиваем, провязываем их за переднюю стеночку, делаем 2 накида и следующие 2 петли мы провязываем также вместе одной лицевой, но за заднюю стеночку. Повторяем.
Разворачиваем 2 петли, провязываем их вместе одной лицевой за переднюю стенку, делаем 2 накида, следующие 2 петли мы провязываем вместе одной лицевой за заднюю стеночку. В конце ряда у нас остаются также петли вне симметрии. Мы их должны провязать вместе одной лицевой за переднюю стеночку и обязательно делаем накид. В конце кромочная. 6-й изнаночный ряд. Кромочная. В начале ряда у нас один накид, мы провязываем его изнаночной. Далее обычные 2 изнаночные, и мы опять сталкиваемся с 2 накидами. Первый из которых мы провязываем обычной изнаночной. Второй накид мы тоже провязываем изнаночной, но мы его вот так вот перехватим. И провяжем тоже изнаночной за переднюю стенку. Изнаночная, изнаночная. Первый накид обычная изнаночная. Второй накид мы спускаем и перехватываем. И провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Вот так. Далее изнаночная, изнаночная. И накид также провязываем изнаночной. 7-й ряд. Кромочная. И все петли до конца ряда мы провязываем лицевыми. И последний 8-й изнаночный ряд мы провязываем изнаночными петлями. Мы провязали с вами этот узор в шахматном порядке, который составил 8 рядов в высоту. Далее продолжаете вязать с 1 по 8 ряд. Ну а для тех, кто хочет провязать этот узор по кругу, наберите на круговые спицы количество петель кратное 4, одну петлю для замыкания в круг, и все нечетные ряды 1, 3, 5 и так далее провязывайте точно так же, как и при поворотном вязании. А четные ряды вяжутся лицевыми петлями. Во 2 и 6 ряду, где у нас 2 накида, провяжите их также лицевыми петлями. Ну а теперь давайте рассмотрим, что у нас должно получиться в итоге. Провязав этот узор повыше, мы получим вот такую вот красоту. Этот узор действительно смотрится очень красиво, нарядно со всех сторон, как его ни поверни. Очень достойный узор, очень красивые получаются этим узором плечевые изделия. Вот такая красота. Вот так узор выглядит с изнаночной стороны. Тоже очень аккуратная изнаночка получается, ровненькая. По своим характеристикам узор дышащий. Можно применить его на лето, весну и теплую осень. Умеренно тянется и ввысь, и в стороны. Такой узор потребляет немного пряжи, может быть немножечко больше среднего, но это не критично, это совсем незаметно будет. Данный образец был провязан пряжей, в состав которой входит 90% акрила и 10 бамбука. Плотность данной пряжи составляет 240 метров на 100 грамм, и спицы я использовала для него 3,5 миллиметра. Ну а на этом я завершаю свой мастер-класс. Если вам понравился узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы он оповестил вас о выходе нового узора на канале. А я искренне благодарю вас за просмотр. Желаю вам творческих успехов и хорошего настроения. Всем пока!